Привет, друзья мои! Сегодня 10 сентября 2021 года. Сейчас мы выдвигаемся в Самохваловичи, в НИИ Институт плодоводства. Там у нас сейчас проходит выставка винограда. Хочу посмотреть, куда же без меня там, да? Хочу посмотреть, кто приехал, что покажут. Давайте вместе посмотрим. Коллекция новинок каких классных. Владимир Ильич, как успехи? Ага. Я уже отъедаюсь. Северяне пожаловали к нам. Уже пора переесть, наверное. А я уже волноваться стал. Этого нету, тебя нету. Олега? Ну, По поводу Олега потом поговорим. Сейчас поснимаю. Да, поснимай, чтобы на память осталось нам наша. надо же коллективный снимок потом. А у вас еще есть там на кустах все это дело? Снимаем потихоньку. Нет, ну на неделе что-то еще А останется. это вот тут, наверное, как Это откуда? красный. Орша? Это сорши. Хорошо. Елена порадовала. Молодец. Уж чего. Вот только меня разочаровал вот этот. Я так аватара хотел посмотреть. А это ваше, да? Это вот хозяин. А это все у вас открытый грунт? Или теплица все-таки? Теплица вот до сюда. Вот это открытый грунт. Вот это открытый Да, грунт, вот это открытый грунт, да. а это все теплица. Скажите, Армани саженец есть у вас сейчас? Не только мускат, там еще оттенки. Стенд Точилина Вадима Ильича. Ну, в этот год глаза зреет очень неплохо. Очень. По какому? По дыньке. То есть хорошо только, ну, из-за этого года так, да? Так, Ливия. Главному оператору надо дыньку дать попробовать. Дыньку? Блин, мне это Хороший сам претендовали в этом году. Да ладно, не человек. хочу попробовать. Мясо. Класс. Мясо. А чувствуешь такие вот тона этого тропика? Мне честно, очень слабенько. Мне кажется, он не набрал все-таки. Ну, размытый, наверное, какой-то. Сахар есть. Не был сушен. Какой-то легкий мускат есть, но очень далекий. Еле-еле-еле. А давайте попробуем алатину, что можно. Небольшой в этом году, да? А в том году была ягода 35 грамм. Вот такая вот большая сосвечная коробок. И делать в интернете маринованный виноград. Здрасте, Людмила. Красоту опять свою привезли. Ну, давайте мы глянем, что у вас там. Как с треском у вас, расскажите. Нормально, как во всех. Нормально, Не хорошо, во всех. все треснуло? Все хорошо, вот. Есть что показать. Есть что. А что открытый грунт здесь? Здесь почти что. Все Не, Афродита, одесский сувенир. Афродита? Да. Это открытый. Нет, Это закрытый. Одесский сувенир, Антоний Великий. Одесский сувенир теплица тут. Чистый. Привет. Чистый, потом гурман ранний. Это теплица. Преображение одна гроздь с улицы, одна с теплицы. Сахар набрала вообще, нет? Как в этом году? Всегда такое, ну, как для меня, Слабенькое. слабое. Для диабетиков. Ну вот, меня мать такое любит. И этот, юбилейного Черкасска, Ага. но тоже у меня это на улице все растет. Они, как бы я сказала, ну, хотя Размером вот с палец. юбилейного Черкасска, мне кажется, еще больше сахара набрала. Ну я смотрю, окрас не набирает, да, в этом году? Ну, окрас- Слабенько. Окрас я в этом году вообще все Сладкий, закрыто. хороший. Все закрыто, знаешь что, Виктор, я не открываю, потому что птицы, дрозды ходят, клюют. А дрозды клюнули, потом начинают это, осы. Ну да. В этом году то град, то заморозки, то осы, то дожди, то холод. Короче, капец. А Чарли набрал кондиции, нет? Это не мой, это А, Саша это- Исуршин.
Ясно, ладно. Ну, сейчас подойдем. А, все, вижу. Я думал, это все единое. Да. А это уже институтское пошло. Ну, институтка, как всегда. Целый ковер-самолет. Или как скатерть-самобранка целая, да? Володь, скажи, а ну все готово? Нет? Я же все пробовать не буду, я же помру просто. Не все совсем готово, конечно. Владимир Устинов, самый у нас главный босс этого заведения по винограду. Год, как говорится, стрёмный, тяжелый достаточно, но кондиции еще не было, но мы решили в этом году сделать на недельку раньше, чем в прошлом году, потому что проанализировав то, что всегда первая декада сентября всегда нормальная погода. Вот уже сколько лет подряд, вот, поэтому решили сделать именно на недельку раньше. А в том году опыт был неудачный, 18 сентября. Холодно было, дождь и некомфортно. Прошлый год ужасный был, да? Да, поэтому уже лучше чуть-чуть недозрелое, но хорошее. А как по кондициям, вот по сравнению с прошлым годом? Еще не набрал виноград кондиции. Ну, хуже или лучше все-таки? Хуже. Хуже, чем Сахара прошлый еще даже? меньше. Пока, но есть надежда, что если постоит вот погода, теплая, солнечная, то он наберет кондиции. Сахар будет, все будет. Короче, надежда есть. Надежда есть. Потому что прошлой неделе была вообще холодная. Да. Так у нас весь август был холодный. И дождь, как такое количество дождя выпало, сразу ушел сахар из ягоды. Ну, да. И многие формы, я смотрю, даже мускат поуходил. Да. Поэтому и не возвращается. Сахар вроде возвращается, а мускат не уходит. У меня в этом году Аркадия. Она обычно всегда с мускатом была. В этом году я его не улавливал. Да. Аркадия, вон разница улица и теплица совсем по вкусу. Небо и земля. Ну, как всегда. Самая длиннющая, это, конечно, институтская. Остальное же... И самое экстремальное. В полевых условиях все-таки. Со всех сторон обдуваемый ветром. Ну, роту помощничков, и будет нормально все. А если 4 руки, то это сложнее. Показать есть что. Народу понравилось посещение самого виноградника, где в натуре посмотрели в поле, как что растет, что это, как говорится, ниоткуда не привезенное, а свой белорусский виноград. Но я в этом году уже не пошел на экскурсию. Прошлого года достаточно было. В принципе, я не думаю, что там что-то глобально поменялось. Возвращаемся к Орше. А скажите, что у вас открытый грунт, что у вас закрытый грунт? Значит, открытый грунт, закрытый грунт это вот Армани, потом вот Байконур, закрытый грунт, юбилейного Черкасска. Ну и Кадрянка у меня есть в открытом, есть в закрытом. И где она лучше себя ведет? Ну, конечно, в закрытом лучше ведет, потому что вот эти дожди, и на улице ее порвало сильно. В закрытом она как бы еще держится. Поэтому Кадрянка для закрытого, ну, по крайней мере, это понимаете, что какой регион. Вот Орша это более северный, нам, конечно, больше... Там экстремальные у вас условия. Да. А остальное открытый у вас, да? Да, остальное открытый. Вот блестящий в открытом, великолепно ведет себя. Я свой убрал, потому что у меня лозы просто ломались вообще. Он на капец. прививке, кстати, у меня сам рукав привитый, и он как бы ложится очень хорошо. Так что есть смысл, может, даже... Очень хрупкий, просто вообще без какого-то усилия просто ломался. Поэтому я решил не мучиться с ним. Многие жалуются, что да. Но зато по ягодам, по устойчивости мне очень нравится. Прима Украины, вот сигналки, как бы тоже хорошо себя показала. Прима, да. Да, и по отзывам она висит у всех. Ну, Сомерсет, это будем говорить, как Изабелла, это Альфа ведет себя. Его посадил, Изабелла. Поэтому... А как по этому году, как по треску у вас? По треску много, улица много трещала, да. Это сорта некоторые потрещали. Даже Аркадия на улице немножко потрескивает. Кадрянка на улице потрещала. Даже тот же Агат Донской, который, казалось бы, из года Пошли в год, трещины, да? Да, пошли трещины. Поэтому с треском есть, конечно, проблемы. Ну, никуда не денешься, ну, такой год. Но, ну, справились с треском, да? Да, ну вот румба, она вот, смотрите, такие грозди хорошие, да? Вот уже больше 10 лет у меня куст, она всегда великолепна. А у меня самбо, они же говорят, очень похожи. Похожие, да, вполне возможно. Я смотрю, даже и внешность у них похожа. Но у меня молодой еще куст, ему только 4-й год, поэтому... Точнее,
3 года. 3 года. Ну, во вкусе, так сказать, прослойку. Ничего особенного, да-да-да. Устойчивый, висит хорошо. Ну, сахар быстро, кстати, набрал в этом году. в Он отличие быстро от- набирает, но дожди пошли, немножко Размывает, да? размывает, да. По сахару это так. Чарли, конечно, в открытом, но он еще не готов. Он у меня висит до самых-самых холодов. Как бы все-таки ему в нашей местности нужна теплица. Для открытого он. Или при стенах, может, южный. Где-то тогда, да, нормально. Ну, ясно. Ну, результат неплохой. Размер ягоды хороший. Все живое, все растет. В общем, продолжаем выращивать. Стараемся, да. Всё, спасибо. Пожалуйста. Вот стенд Дмитрия Лешкевича. Мы у него были в гостях. Вот кому надо. Телефончик спрашивали, кстати. Я уже там в комментариях оставлял. Дим, расскажи, вот после нашей с тобой встречи вообще лупанули дожди, очень сильные. Да, лупанули дожди. Расскажи, как ты вообще справился с ними? Или все-таки была засада? Засада была, да, сильная. Виноградник будто не полит. Я занимался, как всегда, парником, двери вставлял туда по-срочному, все это дело. Ну и получил по первое число, за то, что было не полито. Ну, понятно. Ну вот что не разорвало все здесь, что разорвало, то... Ну давай глянем. Я сюда Аладдин, не он набрал сахар, нет? Потому что Хорошо, хорошо. он был еще не В готов этом- тогда. Байкан. Ну, В этом году Аладдин класс. Пальцы липнут. красавцы. Велес, кстати, вот по Велесу. Все По жалуются, Велесу, у ну, тебя нормально, смотри. живой, я вижу живой, да. Это уже у меня Дай оборвали докопаться, тут. дай Это поищу. уже оборвали. Да, блин. Ну, может, где-то какая-нибудь... Не, нормально. Что-нибудь там Есть там микро ужалило, какие-то, может, ничего там страшного. Ну, так, Гелиодор. главное, что... А ты это- привез ту гроздь, которую мы... Не так. Ну я вижу, что это меньше. Побоялся ягоды. вести ее. Там уже гнили много было, не стало. Короче, та гроздь килограмма под сколько была? Взвешивал все-таки или я начал? Смотри, не взвешивал. Ну около 3. Ну она да, она такая вообще бомба была. Вот я брал, да, у Вадима. Точили. Ага. Почему у него трещит, а у меня не трещит? Грунты, значит, влияют. Грунты, может что-то в уходе еще какие-то есть нюансы, каком которые, может, даже уходе? сам не заметил. Я не знаю, что я... Вроде ничего особенного-то я не делаю им. Чтобы... Красава частично. Ну, в основном-то так вот. И тургор в ягоде есть, и все. Хрустит, вроде нормально. Ну такой впечатляет. Ягодка такая крупненькая. Ну да. Треска не было, да? Его показывали сейчас, Днепровский сувенир, один в один. Одесский, может? Нет, Днепровский, Днепровский сувенир, сувенир? Калугина. Ага. Один в один с красавой. Я, если так посмотреть, что у меня на мармеладке там под 6 сантиметров была ягодина, что, ну, я думаю, что хватит уже этих длинных форм. Мармеладка это сигналка, да? Да. Это молодой сигналка. куст, он еще будет набирать. Классно, что Это эталон. Вон, нормальный. трещит вообще. Ни одной ягодки не повреждено. Мармеладка тоже не трещала. Юпитер, понятно, он. Рэмбо не... А что Юпитер, понятно? Ну, что с ним случится? Понятно. Я, что с я ним думал, понятно, всё нормально. капец. Не, понятно, Нормально. что с ним все А нормально. то я начал уже расстраиваться. А это что-то тут... Это ты бычок тушил, наверное. Кто-то, наверное, с сигаретой ходил. Наверное, да, зацепил. Да, Юпитер класс. Этот Атос так терпимо, один куст. А второй, который на горке, треснул. Понимаешь, который Ну, был Атос вообще считается не полит. очень устойчивый. Очень Вот устойчивый. странно, да? Но на сухом месте тот куст треснул, капитально треснул. А этот за теплицей, получается, стекала постоянно вода, была влажная земля. Короче, И там его пересушена дала. земля и Да. резко Где рванула. пересушена земля, там и все разорвало. Ясно. Ну, Рэмбо классный. Он и сахара набрал, попробуешь потом Рэмбо. Спонсор чуть меньше сахара, ну почти, он практически тоже зрелый, но Натали, ну терпимо. Тоже так по треску, терпеть можно. Красава тоже. Черный кристалл это конь ломовой. Вот посмотреть на Ну да. побег, какой побег и какие две гроздищи гроздяки на на черном побег. кристалле. Он у Это, тебя такой жирующий. Поджировывающий. я не знаю, поджировывающий, не поджировывающий, наверное, такова его природа. Ну, это мощно. гроздища тут. Мощага. Да, это вот моща, то моща. Да. Ясно. Ну, Добре. вот что. Что есть, то есть, как Что говорится. есть, то есть, да. Ясно, Дим, спасибо, все. Счастливенько, удачи. Как мы могли метро пропустить Вадима Ильича Точилина? Да, ты меня совсем уже... Северный такой у нас самый Нет, тут регион. Юра тоже. Юра тоже. Это мы единое целое.
А, это у вас один стенд на двоих. Да. Все, теперь я понял. Я думал, это Точилин привез свое богатство. Сейчас быстренько. Пробежись. Да, я пробегу. Румба, Каталония. Красавцы. Что вообще по этому году? Год, как всегда, капец? Как обычно, друзья. Мы уже просто привыкли к таким катаклизмам, которые случаются. И этот год, опять же, оказался не исключением. То весны нет, то жарит до 35, сушит, ну а потом и поливает к концу августа. Ну, холода такие же, как и в Минске? Или на севере да, потеплее? Ну, конечно, потеплее. Куда что потеплее. Бывают катаклизмы? Бывает, что там у нас заморозок, помню, в Минске накрыло, а там нормально пронесло пару лет назад. Слава богу, пока что мы обошлись без заморозков, но все еще может быть впереди. В этом плане, конечно, опять же, рулит теплица. Теплица. Что сказать по треску ягод? Ну, в основном, как бы два сорта. Так, более-менее, скажем так, тресканули. Это больше всех, наверное, агат Донской. И немножко, как бы, ну, расстроил, я бы сказал, Тасон. Ну, Тасон это не критично все. Как бы, там были небольшие натрескивания, но они зарубцевались. И, в принципе, он, розочка его с открытого грунта снял. Вы видите, он выглядит очень-очень достойно. Даже уже перезревший. А у него грозди бывает больше вообще по размеру? Бывает. Но этот год не его год, скажем честно. Но при этом вообще по этому году, что касается открытого грунта, все гораздо мельче. Как в плане гроздей, так и в плане тех же ягод и тому подобное. При этом он все равно остается в любимчиках. При всем при том, что все-таки... Это однозначно. Сахар он свой набирает, поэтому проблем с ним, ну, не бывает. Не бывает. Будем работать, что-то менять как-то, может, в агротехнике. Что-нибудь еще выделилось в этом году в плане хорошего? Конечно. Что порадовало? Я не могу вот не упомянуть про дыньку. Понимаете, это высажен был у меня саженцем осенью 2020 года, саженцем. И уже в этом году, можно сказать, 1,5 грозди нормально выдал. Результат на сегодняшний день лоза вызревает на ура. Память учителя как? Тоже что-то его начали хаять по треску? Учителя, теплица, да? Это теплица, это вот вырастил мой напарник. Да. Что по памяти учителя вообще? По памяти учителя, ну, гроздюхи очень большие, конечно. В открытом грунте он будет трещать, да? Не знаю, не могу. В этом году у кого в открытом грунте, у всех треснул. Я считаю, что это сорт не для открытого грунта. Вадим Ильич, вашу позицию мы знаем, у вас все не для открытого грунта. Да. Я привык просто кушать сладкий виноград, а не полусладкий и полузрелый, тем более. Поэтому этот сорт, я уже разговаривал неоднократно с виноградарем Дмитрием Ляшкевичем. Он тоже очень косо смотрит на этот сорт в плане треска. А если треск, то это уже как бы настораживает. Ну, все равно этот год не показатель. Все-таки он такой довольно экстремальный. Поэтому судить по этому году, наверное, не стоит. Он много отсеет сортов. Много. Поэтому, но все равно, я повторюсь, теплица рулит. Рулит, если вы хотите вырастить достойный виноград для себя и для своей семьи, для близких, да и для друзей, покупателей. Без теплицы, к сожалению, нам... Все рынулись ставить теплицу. Но при этом все-таки открытый грунт работает. Что да, я согласен. Правильно подобранный сорт – это 99% успеха. Что далеко ходить? Магдальский. Вот он, видите, уже перезревшая гроздочка. Ничего, не треска, уже запредельный сахар просто-напросто. Ну, насчет Алешенькиного много тоже слов было. Не хочу я про него слышать, спасибо. Я понимаю. Он меня уже добил. Как его натянешь у нас? Для любителей технических, пожалуйста, Загеребе. Ну, это не лучшие грозди, ну, вы посмотрите. Заборов нет уж, я так... Шикарнейший А я видел, мускат. есть побольше грозди. Есть. Но я говорю, что этот год, он как бы... не совсем показательный. Я бы еще вот рекомендовал бы такой тоже далеко невзрачный сорт.
роза не святая. Запредельный мускат. Просто запредельный. Ну и сахар. Сейчас просто коллекция это без вопросов. Можно никого не удивить. Паладин испытывается в открытом грунте. Но в этом году у него окрас далеко не его. Юпитер уже всеми известен. Ну, Юпитер, да. Знаю, что она не готова. Да и красотка. Посмотрите. Да, красотка. Но трескается тоже. Будем считать, что нет. Это не считается. Это не считается за треск. Нет, я вообще говорю, что красотка, в принципе, она очень... без соответствующих обработок будет тяжеловато с ней справиться. Ну, выглядит она действительно на красотку. Ну да. Ясно, хорошо, спасибочки. Короче, попробовали Гелиодор. У него легкий мускатик, еле-еле слышен, есть. И треск, вон тоже есть. Но клубничный, вот еще раз, клубничный просто бомба. У него настолько богатый фруктовый аромат, что даже не передать, на что похож. На вот эту. У него взрыв мозга. Там и мускат, и какие-то манговые, фруктовые, клубничные, блин, я не знаю. Клубничный бомба. При этом у клубничного кость не очень черная. Но он самый, он реально, у него сладость хорошая. Попробуй, мягкая, нет кость. Да, мягкая, раздавил. И главное, слышь, мускат не такой, как... У него интересный вкус, интересный, реально. Ну, что могу сказать? Выставка скромная достаточно, но посмотреть есть на что. Людей как бы немного приехало, как обычно. В Пинске, конечно, гораздо больше будет. Мы завтра поедем в Гомель и в Пинск. Поэтому, ну, реально есть на что посмотреть. Так, он даже не в пристенке. Шарада Уа. Вот у нее, кстати, мясисто-сочный и такой даже сок окрашенный. Сейчас покажу. Да. Даже вот сок окрашенный. Так, а вот эту пробовали штуку? Тут экспресс тебя хвалит. Что за экспресс? Это что-то из новинок? Сплошной хруст. Ну, у него даже мякоть хрустит. И сон Анжелики, он тоже такой с хрустом. Они примерно похожи, да? Не, я пробовал. Ну давайте еще. Такое можно. Гелиодор у меня в теплице, с мускатом. Вот это с мускатом, сон Анжелики. Ну, реально вот этот стенд вообще удивляет. Тут и размер гроздей. Реально он выигрывает и тот уже. Да, вот если бы здесь номинация была «Лучшие грозди», конечно. Я не люблю рекламу, простите меня. Эта девушка, она, конечно, взяла бы первые места. Пробуйте. Вот это Сюзанна, да? Вот смотрите, вернисаж. Скажите, а вы что-нибудь В общем, здесь сплошные шедевры на этом стенде. Все такие новиночки, которые уже читаешь. У него тоже хруст, но немножко другой. Более такой сахарный какой-то. Короче, они какие-то все интересные вот, по мякоти. Ну, вкус. Ну, кисло-сладкий, как я люблю. Ну, никаких изысков как бы нет. Ну, реально вкусно. Костенко Евгений уехал уже. Да? Да. Татьяна тоже. Точилин Владимир. Вот написали. Это не важно, я не приплыли. Спасибо. Не опечатались. Ольга. Тоже. Новиков Юра. Точилина. Так. Ляшкевич Дмитрий. На дроте. Лариса Ляшкевич. Спасибо. Лекатун Елена. Лакетуш. Лакетуш? А, точно. Сори. Ну и Людмила. Правая рука. И себя любимого не забыл. Это хорошо. И Владимир Устинов. Ура! Спасибо всем, что приняли, поддержали. Реально. Думаю, что людям было интересно. И наградники непосредственно. Надеяться. Спасибо. Я пару слов можно сказать? Да, Вадим Ильевич. Я хочу просто лишний раз поблагодарить организаторов. Владимира Николаевича. Было теплое очень приглашение, я не мог отказать, мы давно с ним знакомы. И вообще мне хочется, чтобы немножечко Минск, все-таки столица Беларуси, ну поднять нам это дело, но у нас же все получается. Вот такие люди, как Лена, она ж вполне праве, я не знаю, как это вот пословицу говорят, женщина может на себе все. Вы же реально видите. Если есть желание, еще одну можно провести в конце сентября во Дворце ветеранов в Минске. Они звонили, спрашивали.
Вот, поэтому нам надо сейчас если не будет подумать, чего решить, что-то положить сейчас туда в холодильник поедем. ягоды Ну, и да. приехать. Ну что тут 2-3 недели осталось. А лучше замариновать. Вот, поэтому И потом подумаем, решим, если что, еще можем еще раз сегодня, вернее, в этом году увидеться уже в Минске, во дворце ветеранов, где у нас виноград занятия. привезем, под чачу, и все будет хорошо. Евгений Евгеньевич, ну, надо будет. Найдем рекламу. Вот. Я Так думаю, что Виктор поможет. всем спасибо.